Журнал Капитана, звездная дата 6995.1. Несколько дней назад Enterprise был направлен на Альдебаран-3, где в сверхсекретной лаборатории Звездного флота были размещены 25 человек с экстраординарным уровнем СВ. Оставив предателя Вулканца и его жену Лану отвлекать нас иллюзиями, остальные экстрасенсы захватили корабль Федерации СС Халифакс и направились к энергетическому барьеру, окружающему галактику. Командор Спок обратился за помощью к ромуланскому командору Черванок. Он не имел разрешения на это, за что ему был объявлен строгий выговор. Ромулане согласились сопровождать Энтерпрайз к барьеру для перехвата Халифакса. Но мы прибыли слишком поздно. Халифакс уже пересек галактический барьер, и он, как и ожидалось, возвысил группу экстрасенсов, наделив их сверхчеловеческими способностями. Используя эти способности, экстрасенсы каким-то образом захватили наш корабль-побратим, USS Конго. Сдайте командование, или Энтерпрайз постигнет та же судьба, что и Худ. Космос. Последний рубеж. Это путешествие корабля Enterprise. Он продолжает миссию исследований неизвестных новых миров, поиска новой жизни и новых цивилизаций. Поход туда, куда не ступала нога человека. Звездный путь продолжается. Основан на сериале Джона Роденберри «Звездный путь». В главных ролях Вик Миньона, Тодд Хаберкорн в роли мистера Спока, Чак Хубер в роли доктора Маккоя и Крис Духан в роли мистера Скотта. Поход туда, часть 2. Ухура, всех незанятых охранников на мостик. Поднять щиты, полный назад. Не так быстро, капитан. Рулевой, оставаться на месте. Это мой корабль. Делай, как я сказала. Оставаться на месте. Убрать щиты. Стой! Стой! Лана! Конго! Поднимайте двоих! Быстро! Чехов! Верни щиты в строй! Есть, капитан! Дефлектор на 80%. Ответный огонь! Никакого эффекта, капитан. Экстрасенсы должно быть использовать свои псионические способности для усиления щитов Конго. Отведите нас. Есть, сэр. Конго сохраняет позиции. Возвращаемся на желтую тревогу. Сопроводите мистера Смит в лазарет. Капитан, я... Есть. Есть мысли, как им удалось одолеть экипаж Конго? Наверное, так же, как Лана поступила с экипажем Худа.
Их иллюзии чудовищны. Вы знали капитана Азми? Он был другом. Если экстрасенсы хотели украсть звездолет, почему не взяли Республику или Йорктаун, когда те прибыли для расследования? Да, они, небось, пытались. Нам повезло, что эти корабли успели покинуть систему. Едва-едва. Мне же придется чинить целый год, минимум. Так или иначе, джентльмены. Теперь у них есть звездолет. Чего же они ждут? Почему не обратят нас друг против друга? Не заставят нас обманом отключить наши системы. Ну... Мы знаем, что возвышенным экстрасенсам нужно время, чтобы их силы развились. Они только что прошли через барьер и захватили Куанга. Может, у них не хватает сил, чтобы сделать то же самое с нами. Пока что. Пока что. Но это лишь вопрос времени. Нельзя доверять своим чувствам, джентльмены. Надо быть начеку, сосредоточиться. Я мог бы синтезировать формазин. Поможет нам оставаться начеку. Ага, а еще нам стоит держаться от них подальше. Их силы не безграничны. И все же они остаются на месте. Наше оружие их даже не поцарапало, почему же они не нападают? Их двигатели отключены. Думаю, экипаж Конга сумел отключить их перед тем, как их... одолели. Им придется перезапустить их. Это не должно занять столько времени. Возможно, они и сами не знают, что делают. Слишком много вопросов, джентльмены. Придумайте для меня что-нибудь. Свободно. Что-то еще, доктор? Ты ужасно выглядишь, Джим. Сколько ты уже не спал? 2 дня? Надо работать дальше. Обычно я бы сказал, что ты не прав. Но не скажу, не в этот раз. Все бывает впервые. Боунс. Знаешь, сколько людей погибло под моим командованием? Джим, 73. За 5 лет. И не счесть всех тех, что ты спас. Целые планеты. Слабое утешение. Не могу перестать думать об этом. О них. Томлинсон, Тормалин, Джексон, Дрейк. Я всех их помню. А теперь еще звездолет с 2 дюжинами ищущих вместе экстрасенсов. Сколько еще должно погибнуть? Мы остановим их. Но какой ценой, доктор? Какой ценой? Советник, рада, что вы пришли. Пожалуйста, не смотрите на меня так. Я не просила об этом. Я даже не знаю как. У мистера Спока есть теория. Вы касались одного из экстрасенсов, когда корабль проходил через барьер 5 лет назад. Этого не хватило на возвышение. Но контакт с ним оставил остаточные эффекты, о которых вы и не подозревали. Мы считаем, что близость барьера инициировала их. Я слышу твои мысли, Элис. Но ты не права. Я не опасна. Я чувствую, как эта сила бурлит во мне. Но я не Гэри. Я никогда не наврежу вам. Ох, Барбара. Если бы мы только могли это знать наверняка.
Войдите. Спок, у нас осталось неоконченное дело. Командор, мой ответ тогда тот же, что я дам сейчас. Я офицер Звездного флота, окруженный теми, чьи умы не способны коснуться друг друга. Люди боятся того, что по глупости называют экстрасенсорикой. Они не могут испытать близости общих мыслей. В переплетении двух умов растворять и растворяться. Между нами действительно было что-то особенное. Я так часто думала о тебе, Спок. Когда мой корабль отбудет, идем со мной. Ты должен быть вместе с нами. Ничего не изменилось, я все еще первый офицер Энтерпрайза, чья миссия почти завершена. Твоя работа закончена. Время для нового приключения. Возможность вернуть мой народ во времена пробуждения. До раскола. На путь, указанный Сураком, так много веков назад. Нет. Это неправильно. Но все именно так. Наш союз будет символичным, Спок. Первым шагом к воссоединению. Ты ромуланка, гордая. И все же ты здесь, как хочется мне, а не тебе. Зачем терзаться? Просто почувствуй. Этого не может быть. Спок. Такого не может быть. Кирк мостику. Лечный новый курс, лейтенант. 101, отметка 13. И опустите щиты. Капитан, но этот курс приведет нас прямо за барьер. Без щитов. Вы получили приказ. Конец связи. Ухура, есть что-нибудь от Конга? Простите, сэр. Соло? Конга остается на месте, капитан. Курс на галактический барьер, капитан. По вашему указанию. Барьер? Вы о чем? Капитан, я подвергся вмешательству. А если я, то это же могло произойти с кем угодно. Вы не ощущали ничего необычного? Нет? Да. Я понял, что замер перед... Сэр. Думаю, что экстрасенсы пытаются повлиять на наши умы и создать иллюзии. Они специально отвлекают нас. Соло, проверьте еще раз позицию Конга. Не полагайтесь на их транспондер. Используйте главный массив сенсоров. Триангулируйте с помощью Ромулан. Есть, капитан? Сканирую. Поправка. Перед нами нет корабля. Полная готовность. Они открыли огонь, сэр. Зарядить фазеры. Я не помню как. Соло, давай ты. Мы в них попали. Нет повреждений. Но они отходят. Отходят? Капитан, если вы помните, сила экстрасенсов может иссякнуть. Им может потребоваться время на восстановление.
Так давайте распорядимся им с умом. Сэр, я не знаю, что на меня нашло. Встряхнитесь, лейтенант, это приказ. Скотти, отчет. Их выстрел вывел на правую гондолу, мне нужно 30 минут, чтобы вернуть ее в строй. Нет у нас 30 минут. Сделаем холодный перезапуск. Сэр, если что-то пойдет не так, потеряем весь корабль. Капитан, вас вызывает командор Черванок. Подключай ее. Капитан Кирк, мы должны отступить. Даже наше оружие не может им повредить. А может, это они хотят, чтобы мы так думали? Спок, перепроверьте показания. Я обнаружил флуктуации в их счетах. Похоже, псионические способности не могут отразить множество одновременных атак. Тогда ударим по ним с обеих сторон. Согласна. Капитан, атаки лишь с двух направлений недостаточно, чтобы вывести из строя их щиты. Если не с двух... Как насчет с трех? Лейтенант, на весь корабль. Всем палубам, это капитан. Мы собираемся выполнить рискованную процедуру, которую до этого момента ни разу не делали. Главный инженер Скотт выполнит перезапуск наших двигателей. В качестве меры предосторожности командор Спок возьмет на себя командование главным мостиком, а я приму командование вторичной секцией. Затем, вместе с Хоуксталом, мы скоординируем и проведем тройную атаку против Конга. Всему незанятому персоналу немедленно перейти в первичную секцию. Приготовиться к сбросу двигательной секции. Всему персоналу приготовиться к отделению секции варп-двигателей. Всему персоналу приготовиться к отделению даже если у нас все получится, будет чрезвычайно сложно воссоединиться со вторичной секцией. Сложно не значит невозможно, Спок. Держись на безопасном расстоянии на импульсной тяге. Я буду полагаться лишь на маневровые. Мистер Сулу, нужен водитель. Вы же знаете, что я всегда хотел это попробовать. Всему экипажу на боевых постах. Это не учение. Повторяю, это не учение. Командор, Конго запускает импульсные двигатели. Понятно. Спок капитану Кирку. Все системы готовы. Главный мостик, ждите. Отключаем электроплазменные соединения, запечатываем турболифты и трубы Джеффри. Соло? Надеюсь, вы помните уроки на симуляторе? В каком симуляторе? Вторичная секция. Командор, Конго направился к секции двигателей. Готовьте фазеры. Зарядить торпедные аппараты. Можете стрелять без команды. Капитан, тарелка вступила в бой с Конго. Давай выиграем немного времени для Скотти. Ладно, все три корабля атакуют. Держись за ними. За кем? Сработало, сэр. Их уровни мощности падают. Так держать. Продолжать огонь. Лана. Лана. Отступаем. Конго отключил оружие, сэр. Полный стоп. Лейтенант Ухура, вызовите секцию двигателей. Мистер Спок, я не могу связаться с капитаном. Они блокируют наши передачи. Компенсируйте, лейтенант. Сэр,
Нас вызывает Конго? Лана, вы прекратите ваше вмешательство в наши частоты. Вы не в том состоянии, чтобы вести переговоры, командор. Как и вы. Почему бы вам не просканировать наш ангар, мистер Спок? Вы обнаружите бывших членов экипажа Конго, включая капитана Азми, живого и здорового. Подтверждаю. Фиксирую несколько биосигналов в их ангаре для шаттлов. Мы готовы обсудить условия. Лично. Что вы предлагаете? Доктор Маккена была добра ко мне. Я доверяю ей. Переместите ее к нам на борт. Этого не будет. Будет, командор. Или мне подвергнуть ангар декомпрессии. Спок, я пойду. Нам нельзя рисковать. Если те люди все еще живы, нельзя рисковать. Позвольте мне связаться с капитаном. Я обсужу... Нет. У вас 1 минута. Конец связи. Пожалуйста. Мы можем спасти этих людей. Я договорюсь с Ланой. Придем к соглашению. Я училась быть посредником. Должен быть выход, устраивающий всех. Лейтенант, пытайтесь связаться с капитаном Кирком. Простите, я не могу пробиться сквозь помехи. Вы командир. Примите командирское решение. Доктор, нельзя быть уверенным, что члены экипажа Конго действительно живы. Это может быть обман. Логика указывает. Логика? Спок. После всего, о чем мы говорили... Что вам подсказывают чувства? Хорошо, Сентак. Мы опустим щиты и отправим нашего офицера на ваш корабль, а вы отправите капитана Азми к нам. Согласен. Спок транспортаторный. Приготовьтесь переместить доктора Маккену непосредственно на Конго. Запускайте. Мистер Спок! Показания жизненных форм в ангаре? Они исчезли? Поднять щиты. Сентак. Мои извинения, командор. Я солгал. Вулканцы не лгут. Мы оба знаем, что это неправда, мистер Спок. В любом случае, теперь у нас ценный приз на гауптвахте. Коллега, который, по моим ощущениям, у вас есть некая привязанность. Вы ошибаетесь. Я так не думаю. А теперь отступитесь, или она умрет. Отступитесь! Рулевой. Отходим. Сэр, отходим! Живи долго и процветай, Спок. Конго ушел в варп. Простите, сэр. Мы потеряли его.
Во всем этом нет необходимости. Ты должна есть. Лана, для Федерации важны все граждане. Там есть место для всех и каждого из вас. Раз за разом человечество отворачивалось от самосовершенствования. Мы — те, кто вас заменит. Мостик Лани. Мы войдем в сектор Селест через 8 часов. Вы же знаете, что Звездный флот вас остановит. Просто сдайтесь сейчас. Вернитесь в семью Федерации. Я сделаю все, что смогу, чтобы убедиться, что ваши люди получат то признание и уважение, которого заслуживают. После того, что мы сделали, нет пути назад. Я отказываюсь в это поверить. Лана, ты же все еще человек. Куда больше того, что связывает нас, чем того, что разделяет. Не надо лечить меня, доктор. Я чувствую ваши мысли. Вас всю. Я чувствую, насколько вы напуганы. Мной. Нами. Мы не встроимся в вашу семью Федерации. Мы заменим ее. Журнал Капитана. Дополнение. Благодаря неустанным усилиям наших инженеров и помощи Ромулан, мы сумели воссоединить Энтерпрайз с секцией двигателей и продолжили погоню за Конго. Наши сенсоры дальнего действия обнаружили Конго. Они войдут в пространство Федерации в секторе Селест. Они идут на Землю. Как мы и боялись. Нет нужды уточнять, насколько это серьезно. Мы привели в готовность Эксетер и Потемкин. Они перехватят Конго в системе Регула. Со всем уважением, адмирал. Но нужно больше 2 кораблей, чтобы остановить этих тварей. Звездный флот просил содействия у Клингонского высшего совета. Наши обращения остались без ответа. А мой народ? Значит, они весьма недальновидны и не способны воспринять картину целиком. Адмирал, доктор Маккой приготовил формазин, чтобы мы могли сосредоточиться. А мой офицер по связи считает, что она нашла способ обойти подпространственные помехи экстрасенсов. Да, сэр. Они способны блокировать межкорабельные передачи, но лишь на определенных частотах. Если наши корабли ограничат передачи нижним диапазоном, экстрасенсы не смогут блокировать их. Отлично, лейтенант. Я передам эти сведения на Эксетер и Потемкин. Адмирал, крайне важно, чтобы наши корабли держали достаточную дистанцию между собой и Конго. Их способности к наваждению просто невероятные. Верно, командор? Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Мы не можем позволить этим экстрасенсам нанести удар в сердце Федерации. Мы должны остановить их любой ценой. Джин, и еще одно. Я знаю, что один из ваших офицеров в заложниках на борту Конго. Мы сделаем, что возможно для ее спасения, но... Я не могу ничего обещать. Понимаю, адмирал. Конец связи. Могу я переговорить с капитаном? Эксетер, Потемкин. Единственное оставшееся в строю корабли класса Конституция. Капитан должен принести извинения за мое недавнее решение. Мое осуждение было неверным. Спок, в тот момент ты сделал то, что мог. Джим,
Я принял эмоциональное решение. Будь я на твоем месте, Спок, я поступил бы так же. Доктор? Она хочет поговорить с тобой, Джим. Думаю, тебе стоит ее выслушать. Капитан, я хочу помочь. Не думаю, что это хорошая идея. Сэр, эта сила внутри меня растет. Так быстро. Вот поэтому я и не думаю, что это хорошая идея. Пять лет назад вы даже не знали, как меня зовут. Но в тот день у барьера что-то пришло в движение и изменило меня. И я говорю не об этом. Я видел, как вы совершали невозможный выбор ради защиты экипажа. Такая сила, такое сострадание. Даже когда это должно быть терзало вас изнутри. Вы показали мне, что значит служить. Я стал офицером, чтобы вернуться сюда, в Enterprise, и служить команде. И вам. Моему капитану. Разве вы не видите? Вот почему я здесь. Вот что я должна сделать. Помочь. Пожалуйста. Позвольте. Отчет? Приближаемся к системе регул, капитан. Выводите нас из варпа. Сэр, кажется, мы сталкиваемся с какими-то обломками. Обломки? Дайте изображение. Во имя стихий. Эксетер и Потемкин. Судя по показаниям, сэр, они стреляли друг в друга. Судя по всему, способности экстрасенсов к иллюзии сильно возросли. Проклятие. Должен же быть способ защититься от них. Мистер Спок, инъекция формазина, что делал доктор Маккой. Что если что-то подобное можно сделать и с Энтерпрайзом? Я выделил подпространственные электромагнитные частоты, подверженные их тианическим полям. Точно. Капитан, резонансный импульс вдоль нашего корпуса может уменьшить возможности экстрасенсов влиять на экипаж. Эффект будет крайне недолговечен. Но это может выиграть нам время. Где Конго? Прямо по курсу, капитан. Увеличение 14. Похоже, он пострадал в перестрелке. Его энергетические уровни колеблются. Гора? Давайте. Сулу, подведи нас на дистанцию транспортера. Есть, сэр? Спок, сканируйте Конго на предмет биосигналов Маккена, любого невозвышенного человека, начиная с гауптвахты. Транспортаторная, вы готовы? Да, сэр. Готовы насколько возможно. Уверены, что справишься? Прямо через их щиты? Нет? Ну ладно, милая. Пусть дорога тебя встретит. Конго стреляет. Маневр уклонения, но сохраняйте дистанцию. Капитан, я обнаружил сигнал советника. Зафиксируйте ее через коммуникатор Смит и передайте координаты объекта транспортаторную. Сэр, мы не сможем забрать их, пока щиты Конго подняты. Смит займется этим, лейтенант.
Сработало, сэр. Она ослабила их энергосистему. Капитан, двигатели Конга были уничтожены. Орудия и щиты нефункциональны. Опустить щиты. Скотти, вытаскивай их оттуда. Биосигналы Шмидт пропали. Похоже, она использовала остатки сил, чтобы сжечь их системы. Постараюсь навестись на Маккену, но там много помех. Черт, старайся лучше. Капитан, ромуланский корабль заряжает плазменное орудие? Что за черт? У нас же там еще есть люди. Критическое попадание по Конгу, сэр. Что они делают? Ухура, вызовите Хоуксталу. Таль, ты глупец! За Ромуланскую Звездную Империю. Капитан, ромуланский корабль снова стреляет? По Энтерпрайзу? Прямое попадание, сэр, прямо в упор. Сообщение от равных поступает со всего корабля. Ухура, на место рулевого. Команда медиков на мостик. Сэр, Хоуксталл заряжает боеголовки. Отводи нас. Управление не отвечает, капитан. Мы здесь застряли. Капитан, другого попадания мы не переживем. Передайте эту последовательность в компьютер моего корабля. Давай! Субкомандер, наши орудийные шахты закрыты. Если выстрелим, нас уничтожат. Отключить немедленно. Что ты наделала? Я отстранила вас от командования, Таль. В последний раз. Нас вызывает Конго, сэр. Вы видите на экран. Мы этого не хотели, Лана. Надеюсь, ты это знаешь. Был отличный бой, Кирк. На мгновение, по крайней мере. Мы познали свободу в бесконечности. Фиксирую резкий рост мощности их реактора. Транспортаторная, заберите Маккену оттуда. Еще минутку, капитан. Давай же, Скотти, это приказ. Скотти, говорил же, сэр, сканеры наведения не могут зафиксировать цель такой радиации. Усиливаем сигнал.
У вас получилось, мистер Спок? Нет. Нет, 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 нет. Спок. Мне так жаль. Спасибо. Мне тоже очень жаль, Элис. Ее паттерны распадаются. Я могу удерживать ее еще лишь несколько секунд. Журнал капитана. Звездная дата 7002.3. Энтерпрайз вернулся в сектор 001. И теперь, наконец-то, дома. Поздравляю, Джим. Завершение вашей 5-летней миссии – это замечательное достижение, не говоря уже о спасении галактики. Но цена, адмирал. Поверьте, официальные лица, ответственные за несанкционированный проект Пандора, понесут наказание. Все корабли, что мы потеряли. Вся потерянная мной команда. Да, капитан. Мне особенно грустно слышать о докторе Маккене. Основываясь на вашем опыте с ней за последний год, как бы вы оценили экспериментальную программу корабельных советников? Как успешно? Ее надо продолжить. Мы перестроим флот, Джим. Новые корабли, новые классы звездолетов. А как насчет Энтерпрайз? Нужно время, но его восстановят и модернизируют с носа до кормы. Он этого заслуживает. А в ближайшие месяцы каждый из ваших старших офицеров получит повышение в честь их необычайной доблести в этой кампании. Несомненно, заслуженно. И капитан,
Совет Федерации единогласно проголосовал за восстановление этого в качестве официальной эмблемы Звездного флота. Скотти всегда говорил, что это напоминает ему левую и правую варп-сигнатуры Кохрейновского торможения. Но для меня это стрела, летящая все выше и дальше. Пять лет — это довольно долго. Возможно, слишком долго. Я уже не тот, каким был тогда. Ты установил для себя высокие требования, Джим. Большинство было бы радо быть в половину таким капитаном, как ты. Половина — это слишком мало. Я ожидаю от тебя большего, чем то, на что я теперь способен. И таким я никогда не удовольствуюсь. Что ж, тогда, возможно, тебя куда больше заинтересует то, что я собирался предложить. Уважаемый экипаж USS Enterprise, у меня есть хорошие и плохие новости. Первое. Я был повышен до адмирала и руководителя операций Звездного флота. Это плохая новость. А хорошая новость в том, что вы продолжите полеты к дальним звездам. Вы откроете больше новых миров. Вы получите привилегию пройти дальше, за последнюю границу. Вы почтите память наших павших товарищей миссиями, которые вы продолжите выполнять. Мои отважные коллеги, мои друзья, после всех невзгод, с какими мы столкнулись в путешествиях, величайшие из всех оказались мы сами. То лучшее и худшее, что есть в нас. Нам еще многое предстоит узнать о том, что там и что здесь. Звездный флот будет восстанавливаться и расширяться. И ваше путешествие по галактике продолжится. Я вам завидую. Пусть каждому из вас дует попутный ветер. Свободно. Смейся, смейся, доктор. Эта униформа скоро просочится на все корабли. Без меня, Джим.
Я уже насмотрелся. На смерти, на утраты. А чего я не видел, так это мою дочь. И уже 5 лет. Хватит. Ухожу домой. Бонс? Не волнуйся, Джим. Мы же еще увидимся. Ужин? Сегодня? В 19:00. Забронирую столик у Дрейков. У его семьи лучшие морепродукты на причале. Совсем не удивлен. Идеально. Спок? Это много бы для меня значило, если бы ты присоединился. Я бы с удовольствием. 19:00. Ты так и не говорил, что сказала тебе доктор Маккена прямо перед тем, как мы ее потеряли. Она сказала: «Прости себя. За все время под вашим командованием я испытал множество эмоций. Некоторыми я даже наслаждался. Но эта эмоция, это давящая ответственность, не являющаяся твоей ошибкой, Спок. Ты принял лучшее решение. Советник часто поощряла меня доверять моим чувствам. Так я и поступил. Я поступил так, как чувствовал, что правильно. Я нарушил протокол, связавшись с Рабуланами. Я позволил ей отправиться на борт корабля экстрасенсов. Я проигнорировал логику и принял решение, чуть не приведшее к разрушению Энтерпрайза и стоившее нам пару десятков членов экипажа, включая ее. Она права. Ты должен отпустить ее. Адмирал. Джим. Я запросил и получил незамедлительный отпуск. Я возвращаюсь на Вулкан. Вулкан? Что ты будешь делать на Вулкане? Все, что потребуется, чтобы отпустить ее. Увидимся за ужином. Есть еще кое-что, что нужно сделать. Журнал капитана. Это будет моя последняя запись. Так и заканчивается путешествие корабля Enterprise под моим командованием. В течение его 5-летней миссии мы исследовали неизвестные новые миры. Мы нашли новую жизнь,
и новые цивилизации. И мы бесстрашно ступали там, где не ступала нога человека. Приключения человечества продолжаются.